Вы когда-нибудь видели, как ломаются те, кто кажется нам настоящими супергероями? Люди, которыми мы восхищаемся, часто кажутся железными, неспособными на слабость или усталость. Но за каждым идеальным выступлением, за каждой безупречной улыбкой на сцене стоит живой человек из плоти и крови. И концерт BTS в Нью-Джерси стал тем самым моментом, когда маска абсолютного, нечеловеческого совершенства на миг спала, обнажив суровую реальность. Этот концерт оставил у миллионов фанатов по всему миру не столько чувство восторга, сколько глубокую щемящую тревогу. Чимин – артист, который всегда, при любых обстоятельствах, выкладывается на 1000%. Он из тех, кто скорее упадет без чувств, чем позволит себе схалтурить хотя бы в одном танцевальном движении. Но в этот раз зрители на стадионе и у экранов заметили то, что скрывать стало уже физически невозможно. Силы буквально покидали его прямо во время шоу. Почему главный перфекционист современной кей-поп-индустрии был вынужден ложиться на пол между треками и едва держался на ногах? Действительно ли Чимин работает на пределе человеческих возможностей и чем это может обернуться? Давайте подробно разберем, что произошло на том злополучном концерте, и заглянем за кулисы этой пугающей титанической работы. С самого начала шоу в Нью-Джерси самые внимательные армии начали замечать неладное. Чимин двигался не так легко и воздушно, как обычно. Его знаменитая, почти невесомая хореография, которая всегда напоминала полет, в этот раз давалась ему с видимым, тяжелым трудом. В его движениях появилась непривычная жесткость, словно каждый шаг требовал от него огромного ментального усилия. Но настоящий шок наступил во второй половине концерта, когда скрывать истощение стало окончательно невозможно. В перерывах между песнями, когда на сцене гас основной свет, а другие участники группы общались с залом или переводили дух, Чимин просто опускался на пол. Это не было элементом шоу, это не было отрепетированным фан-сервисом. Он буквально ложился на холодную сцену навзничь, раскинув руки, чтобы поймать хотя бы 30 секунд драгоценного отдыха. Его дыхание было настолько тяжелым и прерывистым, что этот звук отчетливо пробивался через включенные микрофоны, заставляя сердца фанатов сжиматься от боли. Но самое поразительное и одновременно пугающее происходило дальше. Как только загорались прожекторы и начинали звучать первые аккорды следующего трека, в Чимине словно щелкал какой-то невидимый тумблер. Он поднимался, распрямлял спину и снова выдавал максимум. Это выглядело как невероятное проявление силы воли, но цена этой силы была слишком высока. Чтобы до конца понять, почему Чимин довел себя до такого состояния, нужно заглянуть гораздо глубже, в саму суть его личности. В индустрии кей-поп его имя давно стало синонимом экстремального, порой даже пугающего перфекционизма. С самых первых дней стажерства Чимин считал себя недостаточно талантливым по сравнению с другими. Чтобы догнать остальных, он репетировал по 15 часов в сутки, спал всего по пару часов на полу в тренировочном зале и изнурял себя жесточайшими диетами, которые доводили его до обмороков. Этот внутренний критик никуда не исчез даже тогда, когда он стал мировой суперзвездой. Чимин до сих пор склонен винить себя за малейшую помарку в вокале или едва заметную ошибку в танце. К этому ментальному давлению добавляется огромный багаж физических проблем. Годы экстремальных нагрузок не прошли бесследно. У Чимина хронические проблемы со спиной и шеей. Его мышцы и суставы годами находятся в состоянии перманентного стресса, а мировой тур – это колоссальное испытание даже для абсолютно здорового атлета. Постоянные перелеты, резкая смена часовых поясов, бесконечные репетиции и двухчасовые живые концерты, где нужно петь без фонограммы и танцевать сложнейшие связки. В Нью-Джерси тело Чимина просто сказало ему «хватит». Это был тот критический момент, когда ментально он все еще рвался в бой и хотел отдать залу всего себя, но его физическая оболочка уже отказывалась подчиняться командам мозга. Естественно, такое состояние артиста не могло остаться незамеченным. Фанаты на стадионе мгновенно считали его усталость и боль. Настроение многотысячной толпы изменилось. Вместо обычного восторженного рева трибуны начали скандировать имя Чимина с какой-то особенной материнской нежностью и теплотой. Зрители пытались буквально поделиться с ним своей энергией, поддержать его в те моменты, когда он не мог стоять. Другие участники BTS тоже прекрасно видели, как тяжело их другу.
В корейской музыкальной культуре не принято демонстрировать слабость или жаловаться на усталость перед публикой, поэтому мемберы действовали максимально тактично. На кадрах с концерта видно, как парни прикрывали Чимина на сцене, забирая на себя больше внимания аудитории, как они подходили к нему, чтобы приобнять, похлопать по плечу или просто встретиться взглядом, без слов давая понять «мы рядом, держись». Сразу после окончания шоу мировые социальные сети буквально взорвались. Хэштеги с пожеланиями здоровья и призывами дать Чимину полноценный отдых вышли в топ трендов. Фанаты в один голос умоляли руководство компании пересмотреть график артиста. Любящие ARMY четко дали понять, им не нужны идеальные, безупречные танцы, если платить за них приходится здоровьем и безопасностью самого Чимина. Этот концерт в Нью-Джерси стал важным уроком для всех нас. Он напомнил, что за культурой кей-поп, за этой яркой глянцевой картинкой грандиозного успеха скрывается тяжелейший, изнурительный труд, который часто граничит с саморазрушением. Чимин в очередной раз доказал, что он профессионал высочайшего космического уровня. Он не сорвал выступление, не ушел за кулисы к медикам, не подвел команду и зрителей. Он подарил фанатам абсолютный максимум, который вообще можно было выжать из человеческого тела в тот вечер. Но мы должны помнить, что человеческий ресурс не бесконечен. Даже у самых ярких звезд бывают моменты, когда им нужно просто выключить свет, закрыть дверь и восстановиться. Мы искренне надеемся, что менеджмент группы и сам Чимин обратят пристальное внимание на этот тревожный звонок. Ведь никакие рекорды, награды или полные стадионы не стоят того, чтобы ломать себя. Здоровье и улыбка Чимина – это то, что действительно имеет значение для миллионов людей по всему миру.